Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами традиционными, яркими, необычными, а что самое главное, очень глубокими, со Степаном Тимурой. Он на связи прямо сейчас. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, все Я как... на сайте. Привет. Это да. Все как всегда в нашем эфире. Значит, QR-код, который видите на экране, возможность задать вопрос, с которого мы начнем сессию ответов на вопросы. Клуб зрителей Шелеста, то же самое, закрытое сообщество, где обсуждается все как есть. В общем, переходите, интересуйтесь, там ничего лишнего, только общение, видео и материалы. Конечно же, да, сообщество YouTube абсолютно открытое, в YouTube переходите, там, кстати, новые функции запустились в сообществе YouTube, теперь зрители могут чего-то писать, какие-то посты. В общем, зайдите, полазьте по YouTube, посмотрите, приглянитесь, может, чего интересно для себя найдете, и, соответственно, там тоже вопросы заблаговременно оставляются. С чатом трансляции работаем в самом конце, поэтому, друзья, общайте трансляции, кто пишет, общается, досмотрите до конца, ну и проголосуйте в нашем опросе. Но прежде чем я скажу, что за опрос, он специфический, такой, говорят, Шелест, пишут уже люди, что это ты тут придумал? Все вообще как мы любим, с Тимурой по четвергам. Я, собственно, приглашаю всех на телеграм-канал Степана Геннадьевича и, естественно, новая, как это, не новая, свежая ссылка на лекции Степана Тимуры на портале. В общем, переходите в описание, все поймете, кликните, перейдете. Если следите за лекциями Тимуры, милости прошу. Опрос. Значит, натолкнули мне на этот вопрос два человека. Трамп и Зеленский. Значит, Трамп свежайший, вот только-только поговорил со Стармером и вышел на брифинг. И Зеленский, который, ну, вообще распоясался. Слушайте, он сейчас сегодня и на Донецком направлении руководит контрнаступлением. Ух, какой уровень, ничего себе. В общем, Но это для Донецкой области плохой знак. Там, где появляется Зеленский, потом все сдается. Это уже в общем, примета. опрос такой. Что из ниже перечисленного больший бред? Ну или большая нелепица, если слово бред слишком грубое. Да? Нелепица, да? Нелепица, не примостится. Варианты ответов. Армия США возвращается в Афганистан. Обрушение цен на нефть. Санкции против Китая. Или Зеленский и Сырский разобьют вооруженные силы Российской Федерации на Донбассе. В общем, выбирайте самую кринжатину, самое в то, что вообще не верите. Это все из последних заявлений, это все то, что мы в последнее время слышим. К Степану Геннадьевичу я даже, знаете, вопрос этот задавать не буду. Ну, если захотите, ответьте. Но, понимаете, а сколько вообще, вот почему такой компрессия бреда сейчас идет, вот этих всех заявлений? Ну, казалось бы, Трамп, Лондон, Зеленский, Киев, там, Донецк вот поехал в ту сторону. Они встретятся потом через неделю, с понедельника, и каждый из них вот это вот мочит и мочит. Зачем? Неужели кто-то уже еще серьезно это все воспринимает и прям верит и строит на этом какие-то планы? Ну, я думаю, просто они живут в своей реальности, альтернативной реальности. Ну, на мой взгляд, у них начинается просто паника, потому что все больше и больше, скажем так, информации приходит, что до западных элит начинает доходить, что, ну, как бы кейс Украины проиграли они. Ну, отсюда вот все это устраиваются провокации, устраиваются попытки эскалации, что-то тут украинская провокация с герберами. Ну, вот следовало ожидать. Вопрос в том, во что выльется эскалация и может ли она вылиться во что-то серьезное, потому что, ну, уже все эти заявления, то как можно воспринимать как заявление Трампа. О, чувак отчудил опять, проснулся. А когда смотришь на детали, ну, оказывается, что это, скажем так, это даже уже не на внутреннего потребителя рассчитано, по-моему, уже даже на самих себя. В общем, Ну, друзья, это стадия признания, это у них начинается паника, а значит, потом придет признание. Значит, зафиксировали паника и стадия признания. Окей, договорились. Однако,
Есть определенный очень важный момент, который я бы хотел, знаете, немножко глубже вот с вами обсудить. Слушайте, ну вот поехал же Трамп в Лондон. Понятно, там все сейчас обсуждают, как он там обошел кого-то, чего-то, там этого похлопал по плечу, поговорил с Ну гвардейцем. что ж не по попе. Ну, Это все было бы опустил вообще ниже плинтуса короля. то есть все видят вот эту всю историю, понимаете, он там демонстрировал о том, что он, ух, какой самый-самый. А, Но слушайте, сила, которая противостоит Трампу, достаточно серьезная. Лондон и, Да, и подсвечивали, и разворачивали, я имею в виду плакаты, Эпштейном вспоминали, ну и как бы грозили. Причем формат же встречи, он же с Меланией, это особого перцу добавляет. И прям на эти дни визита Трампа в Лондон, такого двухдневного, большого, государственного, вот это напряжение, как вы его оцените? Трамп, скажем так, он не совсем вписывается, вернее, не Трамп, а его политика и команда, они не совсем вписывают, часть его команды, не совсем вписываются в трансатлантическую конфигурацию. Поэтому, скажем так, европейцы, бритты рассчитывали на одно, что они очень быстро организуют, что это станет войной Трампа, и Трамп никуда не соскочит. А он соскочил. Он реально соскочил, в общем. И на самом деле Путин ему в этом сильно помог. Ну, скажем так, помогли и Путину, и Трампу. Соскочить с этой темы, потому что Украину надо сливать, и она сливается. В общем, все идет по плану, еще раз, который был озвучен больше 3 лет назад. А что касается вот этого Эпштейна, ну, Мелания и Трамп вспомнили свою первую встречу на борту Лолиты Экспресс, поэтому все. Романтика. Нет, Н- серьезно. Первая встреча их была Ностальгия. Эпштейн, да, Эпштейн подложил Меланию на борту Лолиты Экспресс. Поэтому, ну, ностальгия, да, романтика. Поэтому, может быть, даже было что вспомнить. Так это, может, даже не в укор, не в то, чтобы зацепить, а Ну, чтобы... бриты, наверное, об этом не знали, а вот хотя эта информация публичная, скажем так, хотели сделать приятно, а вот публика восприняла это негативно. На самом деле они хотели сделать приятно. Ну, там вообще было много, как я так особо не отслеживал, просто почитал, посмотрел, что люди пишут, что выделяют. Ну, например, на торжественном ужине Трампу все время подсовывали алкоголь. Хотя все М, прекрасно знают, что он его не потребляет. Потом там на ужин пригласили, кого же он сейчас судит, Нью-Йорк Таймс, она принадлежит издателю известному. Его британская страна пригласила. Ну, то есть, всячески делали Трампу такие мелкие британские уколы, но много. Ну, такой вот интересный визит получился. Да. Руперт Мёрдок мгм. пригласили. Ну, тут, конечно, вышел и отчебучил, что эти ваши Шекспиры, все эти, мы их уже никогда не увидим. Ну, тут тоже интересно. А, Как раз он сейчас, по-моему, на 15 миллиардов долларов пытается, или Милане пытается судить Руперта Мёрдока. Но со Стармером все было гораздо более по-другому, чем с Да королем. то же самое, ну, пообещали там ему сколько, 150 миллиардов долларов инвестиций, которые никогда не придут, ну и все. Это ни о чем, по большому счету. Почему ни о чем? Потому что либо они должны эскалировать, серьезно эскалировать. Ну, вот там поляков британцы заставили Китай пошантажировать. Ну, перекрыли товарные, грузовые перевозки по железной дороге для Китая, поляки, под видом борьбы с этим, с гибридной войной Путина, хотя мигранты проникают туда из Беларуси, а не из России. И товары Ну, тоже идут из Беларуси, а не из Украины. да. Но тем не менее. Ну и что, встречался Сикорский с Ваны, ничего не порешали. Но если посмотреть, там товарного потока то год, по-моему, на 25 или 30 миллиардов долларов всего. Все остальное идет огромными контейнеровозами по морю. Ну, скажем так, китайцы, да, они записали свою книжечку. Пойдет время, поляки пожалеют.
Вот такие вот уколы идут, то есть на больше они не способны. Это было видно на самом деле по реакции НАТО и Европы на провокацию с Герберами. Ну, устроили провокацию, там начали кричать, вопить, 4-я статья, мы сейчас тут бесполетную зону, еще что-то устроим. Но никакого ничего не последовало, потому что они не готовы. Если бы они хотели начать войну, пойти на серьезную эскалацию Запад, он бы пошел, предлог создали. Но он не пошел. Наверное, посмотрели на перформанс своего этого ПВО. 19 Гербер сбили 2. Еще и ракетой дом разворотили. Да. Нет, ну надо еще понимать, что это все происходило в окрестностях Жешува. А это важнейший логистический хаб. То есть он должен быть прикрыт ПВО, как черт знает что. Ну, а теперь предположим, вот, что кровавый Путин, как мы жить при антихрист, да, как нас назвал Макрон и еще кто-то. А если антихрист запустит по Европе, скажем, 2000, а уже не Герберы, а Гераний, что будет? Поэтому я считаю, что это просто предпоследняя стадия признания. Все пошло в разнос. И самое опасное на самом деле. То, что может быть эскалация на Балтике с теневым российским флотом, еще что-то, еще что-то. Во что это выльется, ну, посмотрим. Цитата Трампа на пресс-конференции со Стармером. Как вы называете? Стрёмный его, да? Стремный, да, стремный. Стрёмный. В общем, стрёмно, конечно, это слышать. Цитата. «Я готов пойти на другие меры, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России». Ну и поэтому, знаете, там вот это Путин меня подвел, там вот эти все моменты, это все расхватали на вот таким, но если в комплексе посмотреть и опять-таки оценить, и немножко уже привыкнув понять, да, манеру изложения Трампа, он все равно говорит о хороших новостях по вопросу урегулирования. Вообще какая-то странная пошесть пошла. Депутаты провластные вдруг как один начали вот это говорить, скоро закончится, до конца года закончится, скоро вот конец, а вообще скоро выборы и так далее. Даже там Зеленский собрал этих слуг своих вечером и говорит, не-не-не, хотя он говорит вроде как нет, да, выборов не будет, воевать будем, а если фронт провалится, будут тяжелые решения, но все равно нашлись отдельные депутаты, которые вышли после этой же встречи и сказали, ой, елки-палки, все там, как бы, ну, все сворачивается, заканчивается. Потом начали опровергать друг друга. В общем, есть определенный вот такой вот трек, да, о том, что все закончится достаточно быстро. Сам Зеленский говорит, это же парадоксально, у меня есть два плана. План А – это закончить войну вот до конца года. План Б – это 120 миллиардов на следующий год. Причем 60 – это бюджет Украины. И тут все, конечно, говорят, шантаж, шантаж, но по большому счету, что такое там 60 миллиардов для Запада? Они Польше отслюнявили Пустой звук. 43 вот так вот за один день, за три непонятные вороны, которые пролетели там даже без камеры, то есть, да, вот эти герберы были, даже без ничего. То есть, в принципе, деньги могут найти, а он же говорит о деньгах. Он не Да. говорит об оружии, там, потом он Нет, деньги, говорил деньги. ПВО и так далее. Так как вам кажется, куда все-таки пойдет? По плану А или по плану Б? Это все будет зависеть исключительно от Запада, от европейцев. Как, когда у них закончится последняя стадия признания, отчаяния и паника, она может протянуться достаточно долго, потому что, ну, если так посмотреть, кто ставит сейчас палки в колеса любому мирному урегулированию. Бриты, ну, условно говоря, европейцы, да, Евросоюз. Зеленский там подтягивает, что ему сказали. Отвергаются все, скажем так, российские инициативы на корню, хотя не в их положении что-то отвергать. Потому что если они соберутся, там, условно говоря, через полгода, может, ну хорошо, через квартал, а ситуация и в экономике Украины, и на поле боя будет уже совершенно другая. Она будет еще хуже, скажем так. Ну, украинцы, они постоянно усиливают свои переговорные позиции. То есть, они их усилят еще больше.
Вопрос в том, когда Европа поймет, что себе дороже. Но я думаю, это наступит не скоро по двум причинам. Уже много раз говорил. Первое. Брюссель, бюрократия брюссельская, у нее единственное, что их держит вместе, это вот страшный антихрист у ворот, как сказал Макрон, с кровавой уже мордой. То есть, это по Ницше в чистом виде. Это все, что их держит вместе. Они объединились против чего-то. Поэтому любые там поползновения венгров, либо словаков что-то сделать против официальной точки зрения, они пытаются их пресекать и подвергать их острацизму. Ресентимент Ницше – это в чистом виде. Второе – это европейцы пытаются, скажем так, выбить остатки возможного долга, вернее, нагрузить экономику правительства долгом, чтобы каким-то образом нивелировать спад в экономике, инвестируя в ВПК. Но там опять там смешные деньги. Ну, вот из 800 миллиардов, которые они хотят выделять на, по-моему, 3 или 4 года, 125 все идет на ВПК, на производство. Ну, там, грубо, условно говоря, Volkswagen закрывает там 3-4 завода, да. Ну, может быть, инженеры только с одного завода пойдут работать в Rheinmetall, делать танки. Ну, вот вопрос в том, когда они, скажем так, посмотрят реально, в чем я сильно сомневаюсь, на баланс плюсов и минусов, подобьют активы с пассивами и примут какое-то решение. Потому что Штаты просто тупо вышли из кризиса и все. Ребята, мы не против вооружать Украину, но за ваши деньги. Вы хотите, чтобы мы ввели какие-то страшные санкции против России, Китая, скажем, Индии и той же Турции? Да не проблема, да после того, как вы ведете. Вперед, ребята, вы же очень сильно до сих пор зависите и от российской нефти, и от российских нефтепродуктов, ну, условно, индусских, да, индийских. Москомины всем набило. Так сделайте первый шаг, идите в наши объятия, мы будем полностью вообще контролировать все ваши энергетические потребности и будем держать вас, скажем так, за бейцы вообще. Ведь что делать практически предлагает Трамп, ребята? Ну, давайте мы будем вас обеспечивать энергией. Сделаем так, что вы будете полностью от нас энергозависимы, а потому, когда мы будем окукливаться в западном полушарии, у нас в восточном полушарии будет небольшой форпост в виде остатков Евросоюза. Тут все, по-моему, понятно. Так, а позиция России какая по этому вопросу? У нее, по-моему, вообще никто не спрашивает. Ну, наша позиция какая? Ну, бомбим дальше. Войну выигрываем, ребят. Вы там пока раз определитесь, что там, как будет. Ну, повлиять мы на позицию Европы не можем. Никак, очевидно. Ну, и Трамп, я думаю, он не столько не может, сколько не хочет. Потому что мы, я думаю, популярно объяснили, что, чувак, ты давай тут. Ты все сделал, ты красавчик, ты молодец. Иди там пиши свои твиты, а европейцы больше не трожь. Они сами загнут все. Ты свое дело сделал. Молодец. С Путиным встретился, договорился. А как еще на них повлиять? Никак. Но Ну, это то есть абсолютно вы, не... подождите, вы не считаете, что аляскинские договоренности сорваны? О чем там Лавров Не, говорил? там договоренности что другие были. Путин, ну как, Трамп вышел из войны. Путин ему дал, ну, скажем так, организовали так, что Трамп смог, ну, Америка, формально Трамп, смог проиграть с высоко поднятой головой. Война не моя, ничего не знаю, как он сказал, война Зеленского и этого, и Байдена. Американские люди, смотрите, раньше мы тратили сотни миллиардов долларов, а теперь они нам платят. Деньги идут в Америку. Логика в этом есть? Хотите санкции, хотите, чтобы мы еще там прижучили Россию, Китай, Индию и вообще всех плохих санкциями за то, что они помогают и косвенно участвуют в войне. Да не проблема, только вы начните сначала, а мы вас поддержим. Но вы же видите, как Зеленский с раздражением говорит, вы же лидер, вы же США, вы должны первые. Вот вы первые, а Европа и так уже вот 19-й пакет вводит санкций. Ну, вот они так надеялись, но не получилось. Пришлось пересмотреть. Я просто в осадок выпал. Вот они вообще не понимают, что ли, логику развития ситуации, логику момента. Им же Трамп
каким бы он ни был, да, альтернативно одаренным. Ну, донес же мысль много раз в своих твитах, что, ребята, я за санкции, да давайте их вообще санкционируем так, как никому и не снилось. Ну, уже так санкционировали. Ну, вообще, вот все. Вот. Но только вы первый. Я за. Понятно, что Европа этого сделать не сможет, потому что у нее просто экономика встанет. А выборный цикл на носу. И 3 правительства уже, считайте, в гробу. Степан Геннадьевич, значит, мы от Бессента слышали вот эту мантру. Сегодня Трамп повторил что-то похожее, но в другом смысле этого слова. Короче, Бессент говорит о том, что 2-3 месяца, если вот условно Европа и США вот всем скопом возьмут и от всего откажутся, что имеет русский дух, я имею в виду запах газа и СПГ, Нет. и нефти и так далее. Значит, 2-3 месяца, и Путину будет нечем воевать, и, собственно, он вынужден будет закончить это Да, все дело. да, да. А, Трамп сегодня несколько переиначил эту формулировку, говорит, если мы обрушим цены на нефть, тогда Путину будет нечем воевать, и он должен будет закончить войну. Скажите, пожалуйста, ну, мы это давно очень слышим. Есть даже целая группа там Ермака Макфола, которые сидят там, вот выписывают эти все там разные... Особенно Макфол, как он дурачок тут еще. И они выписывают эти санкции. Скажите, пожалуйста, вот люди вот сидят и смотрят и говорят, ух там, сейчас вот это нефть вашу, а мы еще по НПЗ там дроны отпустим. Вот послушают Ермака, Макфола, Бессента, Трампа. Это вроде как опотужнивает немножко. Ну вот так, крылья Ну, дает расправляются. какую-то последнюю такую эфемерную надежду, что вот, да, может быть. Как четко и понятно подтвердить или опровергнуть эти посылы? Ну, во-первых, если вы заметили, ОПЕК повышает добычу, согласовывает повышение добычи. Причем они это делают, в общем, в ослабляющуюся мировую экономику. Единственная причина, говоря о физическом или фундаментальной сказочках, физическом рынке нефти, я думаю, это просто то, что когда они поднимали цены, сланцевики их немножко замещали на некоторых рынках. У сланцевиков американских, у них сейчас, скажем так, начала расти себестоимость достаточно сильно. Ну, потому что вообще, на самом деле, мощная инфляция в Штатах и даже после тарифов, несмотря на официальные непонятные цифры. Но самое главное, что начинают объединяться уже те пласты, на которых они работают, те месторождения. То есть, у них растет себестоимость там. В каких-то местах она 30, в каких-то 60, в каких-то 70, но в среднем по больнице у них минимум, по-моему, был, но это опять же нужно пересчитывать текущие доллары. Грубо говоря, в текущих долларах, там, условно говоря, минимум был 30, сейчас где-то 50-55. Поэтому саудиты, в общем, вернее, ОПЕК, они правильно действуют, они понижают цены. И причем сланцевики американские, они сокращают количество буровых, они не делают никаких практически кап-инвестиций в расширение добычи. Они просто доят вот то, что есть. Потому что они уже прошли через периоды, когда они делали огромные капитальные вложения, влезали в долги, там кто-то банкротился, кого-то покупали мейджоры. Хватит, они теперь возвращают капитал акционерам. Поэтому заместить ОПЕК они не смогут. Они будут, наоборот, снижать. Добыча снижается, они уходят. ОПЕК занимает свою нишу, которую занимал, и часть их ниши забирает. Ну, поэтому цены на нефть вполне могут и пасть. И что дальше? Но это не потому, что там великий Трамп что-то сказал или арабам приказал. После Дохи арабы на него так косо смотрят, я вам скажу. И побежали уже к Ирану, теперь реально побежали. Что давай дружить, чувак, ты тут их имеешь, а мы не можем, давай дружить с тобой. С тобой Китай. Вот. Поэтому, ну да, я тоже жду снижения цен на нефть там где-нибудь до предыдущих минимумов. А потом, я думаю, может быть, даже чуть ниже уйдет. Ну, а потом еврейцы опять полезут на Иран. Они же заявили, и этот Рубик заявил, что Иран угрожает присутствию США на Ближнем Востоке, ни много ни мало. Ну, то, что говорилось много раз.
И Натаньяху тоже заявил, что Иран, вот у нас тут будут еще раунды, и все военное руководство периодически заявляет, что будут раунды войны с Ираном. Самое интересное, как они это обосновывают. Я тут наткнулся на анализ, еврейский анализ. Это отдельный вид анализа, вам скажу. Значит, на анализ крутого какого-то еврейского мозгового центра военного. Значит, он написал буквально следующее в своем отчете. Только хорошо, что вы сидите. И всем тоже советую сесть. Короче, они признали, что еврейцы не ожидали такого удара Ирана, они не ожидали, что режим выдержит. Они признали, что операция по смену режима провалилась. Дальше написали, но Ирану снова нужно атаковать, Израилю снова нужно атаковать Иран, потому что с каждым днем Иран становится сильнее, а Израиль слабее. То есть, ребята, вам уже, скажем так, пристроились сзади так хорошо и загнали, что вы аж заорали, завизжали. Вы снова хотите? Ну, хотят. А Ну, иначе, еще раз, пиндосов, ну, они вылетят с Ближнего Востока вместе с Израилем. так подождите, это то, что провернул Нетаньяху и доворачивает дальше, это действительно очень такая, очень интересная история. Я хотел бы, чтобы вот мы остановились, потому что это надо раскладывать. Внезапно, Там не Нетань... раскладывать ничего. внезапно Нетаньяху, да, то есть, понятно, удар по Дохе, там арабские, исламские, в общем, слетаются, обсуждают, все Ну, это осуждают. да. Понятно, что все как бы там Губами подвигать. Да. сейчас там уже даже говорят о том, что давайте разрывать контракты с Израилем там на оружие, потому что вот они вот такое совершили. В общем, такие заявления бурлящие. А, Цахал зашел в Газу, людей выгнали, всем плевать на этих людей, Мгм. откровенно плевать. То есть в каких они условиях, Ну что что, где. выходит комиссия ООН и говорит, да, геноцид. Да, там, как там, 4 из 5, да, пунктов. Четко. Да, 4 из 5 пунктов– это геноцид. То есть, да. вот вам, пожалуйста. Но тут выходит Нетаньяху, и вот тут интересно, а что же у него так подгорело? Говорит целых 2 минуты в своей речи, что Израиль Я не, его не убивал. что Это поклеп. Израиль вообще не, ну, не причастен к убийству Керка. Он это Чарли сказал Керка. еще до того, как поймали реального убийцу. Вот этого, со справкой которой. Ну, потому что пошла мощнейшая волна. Вообще, для начала надо понять, кто такой Кёрк. Я к нему относился, ну, что-то там бегает, такой, знаете, телепроповедник, немножко малохольный, но с логикой у него не железная, прекрасная логика всегда была. Как ты посмотрел с любопытства пару его выступлений на кампусе, как он отвечал на вопросы толерасов. Он их реально разносил. То есть, и почему Венс там засветился, и все остальные, что вот великий Кёрк. Ну, потому что он был, что ли, одним из, как оказалось, я этого не знал, как оказалось, одним из идеологов вот, молодежной части магаистов, то есть ядерного электората Трампа. Значит, проблемы у товарища начались, когда то ли с совестью у него там... Короче, он построил империю там со 100-миллионным оборотом, все нормально, несколько больших YouTube-каналов, все прекрасно. Греб деньги лопатой от IPAC, между прочим, от клуба этих еврейских миллиардеров-сионистов за Израиль, в Америке есть такой клуб. Все было хорошо. Почему он греб? Ну, потому что он топил за Израиль. А почему он топил за Израиль? Ну, потому что он был христианским сионистом. Протестанты, у них там есть такая фишка, да, кто-то им что-то, какую-то сказку рассказал, потому что в интервью, когда Такер Карлсон брал интервью у этого Теда Круза, посмотрите, забавное интервью, вообще чел просто неадекватный, Тед Круз имею в виду. Он спросил, где это написано в Библии, что христиане должны стоять стеной за сионизм и за Израиль? Где, покажите. Ну, это вот я со школы, короче, вы плохой человек, Карлсон. Есть у них такая, ну, стандартно, да, когда нечего сказать. Есть у них такая фишечка, культивируется всяческий айпак, и он тоже был вот в этом.
По всей видимости, там, если уж вдаваться в подробности эсхатологические, то Израиль должен приближать конец света, страшный суд. Они все хорошие, примерные христиане, поэтому их там оправдают ото всех грехов, и они встретятся наконец с Богом. Вот так вот. Я просто не могу серьезно это читать. Ну ладно, чтобы никого не оскорблять, не обижать верующих чувства. И вдруг, и то есть, вот он топил реально за Израиль, типичный такой христианский сионист. Конечно, поскольку когда началась война в Палестине, в Газе, вернее, какое-то время он топил. Потом, когда стали уже всплывать, ну, когда вам показывают геноцид 24/7, да, на каждом вашем девайсе. Но если у вас что-то есть в голове, что-то есть, осталось что-то от совести, ну, вызывает, на самом деле, не очень хорошее чувство. И не очень хорошее желание. Их надо все подавлять, иначе это статьи УК тяжелые, по крайней мере, в России. Поэтому он стал немножко, скажем так, перепрофилироваться. Говорить, он, во-первых, вместе с женой, как они сказали, он начал, он перешел в католицизм из протестанства. Там такого нет. Вместе с женой они вот как-то из протестанства и вот этого вот национализма такого, сионизма смешанного, они перешли, значит, в католическую церковь, и он начал говорить о том, что это вообще геноцид, израильтяне делают неправильные вещи, это ужасные вещи, Натаньяху это не очень хороший человек и тому подобное, практически. Сначала на него спустили, это буквально началось там месяца 3-4 назад, сначала на него спустили всех собак в массах СМИ, начали атаковать его характер, его лично. Не его точку зрения, а его лично. Значит, Ну, 6 августа, типа нацист такой сякой. ну да, там Ну, как вот вообще этот, он, как вот да, этот да, парень там рассказывал, что он фашист, там, ну, вот эти все вещи. да, Это да, ну отсюда это пошло. стандартная фишка, да, там, да. И, значит, все это достигло эскалации 6 августа, когда известный товарищ, есть такой там миллиардер тоже из этого клуба сионистов, Айкман, пригласил его и остальных, часть остальных этих, как они называются у вас, инфлюенсеров, инфлюенсеров, республиканцев молодых. Он их пригласил в Хэмптонс, и они, значит, на него давили и, грубо говоря, кричали, что ты прекрати тут гнать на Израиль, мы тебе дадим кучу денег, оставайся прежним, говори как раньше, что надо всячески поддерживать Израиль, потому что мы теряем республиканскую партию молодежь, судя по опросам. Очень сильно теряем. Демократов уже потеряли. На что он послал его куда подальше? Айкман сказал, что нет, моя совесть, иди на. После этого Биби приглашает его в Израиль. Письмо прислало приглашение, чтобы он приехал, сам посмотрел, что в Газе никого геноцида нет. Ну, они когда туда возили всех этих инфлюенсеров, там эти дурачки говорили, руководство Хазака КамАЗ Оземпик принимает, потому что они такие жирные стали, воруют все продовольствие. Ну, вот такого типа, да, уровня. Да, такие вот, знаете, шипероиды бегают или ципсоиды. Они одинаковые, по большому счету. И он послал Натаньяху с его письмом приглашением тоже в задницу вместе с предложением огромных денег. Но через некоторое время он не стал. При непонятных вообще обстоятельствах, потому что там столько нестыковок опять вылезает. Ну, разумеется, когда все это раскопали, быстренько публиковали это. Макс Блюменталь, есть такой у них отличный режиссер, журналист, это Режиссер. Грейзон, ну, может, режиссер человеческих душ, да. Такой, знаете, еврей-антисемит. Его боятся все. И, разумеется, пошла волна, а кому, собственно говоря, было выгодно его убирать. Во-первых, Натаньяху, потому что, ну, человек развернулся, он реально мощнейший инфлюенсер среди молодых республиканцев. Они его слушают вот так вот, телепроповедник в чистом виде. Далее, что сразу началось? Ну, началось там все выступления, что толерасов надо всех мочить. Да, все эти НКО, все это закрывать, мочить и тому подобное.
А кто такие там толерасы, вот эти все НКО? Ну, это ашкеназы. Ну, потому что, например, про палестинские и антиизраильские ралли на кампусах как раз организовывали Сорос, Форд Foundation и семья Прицкеров. Ашкеназы. Ну, Форд тут не совсем, но Foundation, да, теперь это уже там все. У ашкеназов другое совершенно видение будущего Израиля, другое видение страны Израиль, в отличие от религиозных фундаменталистов, которые сейчас рулят Израилем. Вот и все. Ну, поэтому на варе загорелась шапка, и Биби сказал: да вы шо? Я вообще, он мой лучший друг. Я его любил как сына. Как вы могли такое подумать? Нет, ну все обратили на это внимание, конечно. Не, ну сидел бы тихо вообще. Но 2 минуты из видеообращения. Что сейчас происходит с Израилем? Смотрите, у них один день идут новости, стандартная схема. Один день они бьют по, ну или там заходят в Газу и там взрывают мечеть 13 века. Второй день они наносят мощнейший удар по Йемену, по порту. Да, причем там такая апокалиптическая картина, вот все, они отбомбили жестко. Сегодня, например, они вот стреляли по Ливану опять. И вот так вот в круговую, то есть раз, два, три, какой-то вальс у них А такой. пиндосы транспорт гонят и гонят вооружение. Американские налогоплательщики, да. Ну, то есть, смотрите, в чем задача? И при всем уважении, Задача не попасть на скамью подсудимых у товарища Натаньяху. причем при всем уважении к вот этим соседям, всем, я тут и Турцию, и Катар, который пострадал, и вот эти все другие арабские страны, которые все съехались, исламские страны, они вот это все осудили, все... Ну, действий ноль. Ну, то есть, вот конкретных. Нет. Да, я вам больше скажу, что саудиты всячески давят на Ливан, на ливанское правительство, чтобы те разожгли Хизбаллу. Давили. Сейчас сразу перестали после Катара. Ну, а действий, ну как действия? Начались какие-то действия. Насколько я понимаю, Египет теперь на Синайском полуострове отказался информировать Израиль о каких-либо перемещениях войск. Саудиты побежали к пакистанцам и сказали: так, чувак, у вас ядерные бомбы, помнишь, мы за них платили? Вот, давай теперь подпишем. И как-то они стали по-другому, судя по всему, относиться к Ирану, потому что они считали его, ну, таким врагом, потому что, во-первых, шииты, во-вторых, гегемон в регионе, реальный гегемон. А они все под пиндосами и под израильтянами лежали. Ну, под ЧВК. Кстати, Натаньяху тут же начал что-то, по всей видимости, предчувствуя свою кончину скорую и превращение в Машаха. Да. И, ну, в этом смысле превращение. Вечная жизнь. Он начал что-то гнать, базу выдавать. То он 2 раза сказал про Великий Израиль. Ну, это план Клинбрей, американский. Под него как раз сделано для Израиля. ЧВК что выполняла на Ближнем Востоке. Контроль Америкой над Западным Ближним Востоком. Сказал, что да, там и у судитов надо бы отобрать часть. Судиты там выпускали ноту протеста, еще что-то, еще что-то. Теперь сказал американцам: вы нам должны быть благодарны. Мы за вас сделаем всю грязную работу. Да. Ну, понимался, что Израиль ЧВК. Это не вы тут умираете, не вы тут с арабами, понимаете. Вы с ними дружите, а мы воюем. Так Что-то, что, что-то, извините, у меня много параллелей проходит сейчас. Ну, сейчас к этому вернемся, продолжайте, ну да. да, это я уже сказал, ну да, Зеленский, ребята из одного гетто. Кстати, по-моему, из белорусского. Белоруссия, кстати, страна, которая дала 4 премьер-министров Израиля, так что вы не думайте. Да, вы, наверное, не знаете, что до 1936 года в Белорусской ССР было 4 государственных языка. Один из них идиш. Да. А, Поэтому вот он выдает базу, и арабы начали, ну, конечно, если так посмотреть, американцы знали, потому что израильские самолеты пролетели над Ираком, соответственно, небо Ирака контролируется американцами. Саудиты прекрасно знали, потому что осуществлялись запуски из воздушного пространства Саудовской Аравии. Катар, воздушное пространство, тоже контролируется американцами.
Заправщики использовались, дозаправщики использовались британские, американские, все прекрасно знали. Трамп знал. Тут не надо, он там тебе целку себя строит. Целку он себя строит, потому что Акела промахнулся. Факап произошел. Так погодите, стойте, стойте. Вот давайте объясните. Ну, убили бы этих переговорщиков Хамас. Это вот у Не-не-не. еврейцев есть такая вот фишка в голове, что если что-то обезглавить, да, то все рассыпется. Мы же сейчас типа воюем с Хамас. То есть пример Хамаса, пример Хезболлы, пример того же Иисуса Христа. Их ничему не научил. Ну, обезглавили дальше. Что-то поменялись, вам все равно надрали одно место, что Хамас, что Хезболла. Иран решили обезглавить. Ну и что вышло? Но продолжая делать одно и то же, надеясь на другой результат. Красавцы. Хорошо, да. Это все отсюда. И потом террор, еще раз, террор. Вы не понимаете, это вот психология. Израиль всегда существовал и всех давил, во-первых, полным военно-техническим превосходством и террором. Все должны бояться. Это Бегин еще говорил, что внешняя политика Израиля должна быть сродни бешеной собаке. Мы отмороженные, нас должны все бояться, не знают, когда кого мы укусим. Он забыл вторую часть. Бешеная собака, что с ним происходит? Их пристреливают рано или поздно. Потому что она несет, извините, опасность окружающим, для окружающих. Это все отсюда. Хорошо, тогда какая конфигурация вырисовывается на Ближнем Востоке сейчас? Что будет? Ну, Ну, как, Газу загонят в гетто, я так понимаю, ну, в этот. значит, насколько я понимаю, с газа у них план такой хитро выдуманный. Там осталось всего, сейчас уже, наверное, меньше, 5 пунктов выдачи продовольствия, 3 из них на юге. Начали они с севера, то есть они пытаются согнать все население сектора Газа на юг, организовать там один большой концентрационный лагерь, из которого выхода уже не будет. Потом сказать, хотите, живите здесь на своей земле до конца жизни, в концлагере, в реальном теперь. Хотите, уходите. Ну, вот такой план. Но Хамас им не победить. Они не могут его победить 2 гребаных года. Продолжают делать то же самое. Эти ребята все равно вылезают из своих нор и мочат израильтян. Причем чем больше, тем дальше, тем больше. Ну, скажем так, вот когда говорили, что там, я говорил, год назад говорил, что, ну, ребята, израильтяне уже потеряли 900 танков, там все смеялись. А теперь, когда израильтяне в Газу заезжают на Меркава-2, не 3, 4, а уже на Меркава-2, все остальное либо раздолбано, либо подлежит капитальному ремонту. Как-то у людей, у которых есть глаза, они начинают видеть картину несколько иначе. Еще раз, почему ашкеназы всегда выступали за палестинское государство? Вот что давайте сделаем палестинское государство, помиримся со всеми к черту арабами и все, на этом закончим. Потому что они прекрасно понимали, что Израиль это как кашечка маленькая такая, пустынькая. Экономика маленькая. Военная армия, ну, у нее нет стратегической глубины. Все постоянно продолжаться не может. Поэтому нужно мириться и забивать вообще на все эти войны. Ну, вот мы это и видим. Израильская армия, она на пределе уже возможностей. ПВО у них больше нет, считайте. Ну, потому что ракеты израсходовали. Arrow-2 и Arrow-3 они производили, вернее, сейчас не знаю, сколько там иранцы раздолбали, потому что каждый день появляются новые фотографии разбитых военных баз и производств. Они производили от 50 до 60 штук в год. В год. Перемирие они запросили, израильтяне, потому что заканчивались ракеты ПВО. Ну, то есть, они не могут восполнить запас ПВО, они смогут, ну, за несколько лет, наверное. То есть, у них ПВО нет. Все они все равно полезут на Иран. Чем это закончится, ну, я вам уже сказал. Снова в пустыне. Библейские времена придут в Израиль. Ну, смотрите, вас часто критикуют. Есть, скажем, такие позиции, что вот, ну, мол, Израиль все делает правильно, Израиль молодец, загнали, вычистили вот этих всех ужасных людей из Газы, побили, порушили. Некоторые вообще прикалываются, что это они делают. Знаете, вот есть такая история, когда вот покупаешь старый дом,
И тебе, ну нет тебе смысла его как-то латать. Надо вот просто бульдозером все снести, да, и уже там, может быть, фундамент оставить, хотя и некоторые и фундамент не оставляют, тоже там, Ну, и делают все это по-своему. глупые люди, это очень глупые люди так рассуждают, потому Так что понимаете, в чем? Так это же для Трампа, чтобы он там вместе с Маском построил вот эти Трамп все это, ну, Эльдорадо. Он же слушайте, застройщик. да не в этом дело. Просто так вот рассуждают глупые люди по одной простой причине, что сионизм и еврейцы очень сильно поднялись после Второй мировой войны. У них была бизнес-модель жертва, мы жертва. Чуть что сразу мы жертва. Все, они эту бизнес-модель собственными руками разрушили. Нет больше этой бизнес-модели. Из жертвы они превратились в агрессора для всего мира. Даже вот, ну, я вообще даже не подозревал, что, оказывается, экономический бойкот Израиля на бытовом уровне, он набирает обороты, он уже каких-то диких размеров достиг по всему миру, включая Западную Европу и США. А в США в результате, понимаете, когда они делали, еврейцы всегда это делали, просто они это делали не 24/7. То есть они это делали 24/7, просто это не снималось 24/7. И не транслировалось, как говорится, на девайсы, на ваши девайсы. Да теперь это транслируется. Конечно, все это увидели и, мягко говоря, офигели того, что они творят. Ну, думать надо было. А еще раз, Хамас их просчитал, их реакцию, то, что они будут творить, они их просчитали на раз-два. Просто фантастически их просчитали. Это к вопросу о каких-то непонятных тупых палестинцах. Хамас писал, их лидеры писали, что да, будет огромное количество жертв, будет море крови, но мы готовы на это ради того, чтобы наши будущие поколения жили на нашей на земле предков. Они их просчитали на раз-два. И имеем то, что имеем. Нет, ну они-то их просчитали, но газу уже, походу, не вернешь. Или здесь вариант. Я вот здесь, я бы... Слушайте, они не могут ничего там сделать 2 года. Знаете, 2 года. Потому что у Израиля даже не регулярная армия. Это полицейские оккупационные силы, карательная армия. Она ничего с ними сделать не может. Они под землей, им пофигу. Они не боятся смерти. Они хорошо подготовлены. Командный состав там зарезервирован на несколько эшелонов. Поэтому выносите руководство, как вы говорите, обезглавливайте на здоровье. Это помогло вам с Хамасом? Нет. Помогло вам с Хизбаллой? Нет. Где там берут за 3 дня? Алло, ребята, о чем вы? Я, конечно, тут в шоке приходят новости, ну, картинки. Значит, ну, это про Украину. Мы сейчас немножко, еще там момент я хотел бы с вами обсудить про Америку и про дальнейшее. Ну, немножко про деньги поговорим, а потом переключимся на Украину. Тут просто про Украину. Сейчас приходят новости, где там очередной населенный пункт. Короче, Серебрянское лесничество передают все. То есть вот этот лес смерти, Да, да, взяли, да, 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 да. который, ну как бы все, теперь фронт ушел дальше. Там стольких положили и украинцев, и россиян. Там, конечно, Там тяжелая ситуация. замес очень серьезный был. Все, он остался позади, за спинами наступающих войск. И, ну, понятно, да, то есть и сейчас идут, приближается к Лиману, к Северску. То есть там очень серьезные сейчас бои идут. И вот показывают, а Лиман немножко в стороне, это как крупный город, да, там Ямполь рядышком, такие городишки, там Торская, вот это вот все. А показывают улицу в Лимане, Донецкая область. Смотрите, там днем с огнем машин не найдешь. Людей нет. Ну, там есть некоторые, но очень горстка людей в этом Лимане. Ну, там, блин, дорогу постелили. Латки такие нормальные, понимаете, это все освоили. Все. Плитку положили, Ну, поребрики поменяли, ну, ну, плитку тогда не... не считается. Ну, Не латки такие, считается. капитальный ремонт это Ну, называется нет, вообще-то. слушай, надо Понимаете? плиточку положить, поребрики поменять. Тогда да, тогда это засчитывается. А так, Ну, просто что удивительно, там фронт уже фактически, вот он. Ну, ну, чтобы российские бренд-транспортеры особо не тряслись. нет, ну какой-то цирк, понимаете? Понятно, что надо Ну, бабки, стырить. бабки моют. Ну. Понятно, что надо стырить и отмыть. По поводу Но бабок. это же почему-то Зеленский отказался от ленд-лиза. Потому что на нем бабки не сделаешь, если только налево толкать. Да. Здесь. А тут и налево можно толкать, и вот так вот мыть, и эдак мыть. Нормально все. Лиман.
Пожалуйста, капитальный ремонт, проспект, Латки, класс. Значит, Степан Геннадьевич, по поводу денег. Я не могу с вами не обойти эту тему. Трамп, ну, сегодня там такая полушуточное, конечно, сообщение. Золотая статуя, где он держит биткоин, монету. Со всех ракурсов сфотографировали и так далее. И это все на фоне, когда ФРС снизила ставку на 0,25%, 25 пунктов называется. Ну, это четверть процента. Учетная ставка упала. Мгм. Значит, какой-то лютый трэш вчера происходил. Все там продавали, покупали, шортили, вот это все. Да, Ой, все. волатильность хорошая была. Да. Ужас, конечно, ужас. Ну Причем так, нормально покажи. по, Да, да. по крипте, по всяким фондам, по биржам, то есть все обратили внимание. А все же задумались, а что ж такое? Вроде ж Кук показала кукиш, суд, ну, трогать, сказал, не трогай, Нельзя. Кук. Понятно, главу ФРС тоже, все вроде как, но ставку немножко снизили. Чем это грозит? Что вы скажете по поводу паники, о том, что, ой, все, доллар, все, хавайся, просто. Да, все, хана зеленому. Все. Сливай, кто может. Ну, во-первых, ФРС никогда ничего не определяет, он следует за рынком. Много раз на семинары говорил, ребята, сделайте простой эксперимент. Возьмите 30-дневную доходность по 30-дневным биллам, посмотрите на ставку ФРС, как она входит вот в Боллинджер Бенд. Ну, раньше там он был 1,2 разница, последние, по-моему, 5 лет там разница стала 0,7. Ну, и вот как раз у нас было 4,5 доходности, там 3,81, 3,83, вот так. То есть, подошел к границе этого канала. Что делает ФРС? Убирает разницу обратно ближе к нулю. Ну и все. Они всегда следовали за рынком там последние лет 30, поэтому ничего удивительного в этом нет. А ФРС уже давно на самом деле никакого отношения к экономике, к финансам, к ликвидности не имеет. Потому что финансовые условия сейчас в США находятся на уровне, когда у вас ставка ФРС должна быть ноль, и ФРС должен проводить мощнейшее количественное смягчение политику. Даже лучше. Извините, ставка 4,25, и они проводят политику количественного ужесточения. То есть, изымают, снижают свой аккаунт суммы размером. Ну и все. И Пауэлл сам признался, что единственное, как ФРС может влиять на рынки и на экономику, это посредством изменения финансовых условий. А он больше даже на это не влияет, потому что влияет Treasuries. Они финансируют все. Огромный бюджетный дефицит, который бьет все рекорды. Спасибо новой политике мудрой Трампа и большому прекрасному Биллю. А доллар что? Ну, у него была возможность поставить низы 4-летнего цикла. То есть, ну, у доллара есть, грубо говоря, каждый год такой ритуал смерти доллара. Это когда мы идем на низы годового цикла. А раз в 4 года в среднем. Ну, все, ну, там уже Мендельсон и похороны, все, сливай воду. Вот у меня такая была возможность в июле. А сейчас вот как раз сентябрь, что я ожидал, что в сентябре доллар покажет новый низ. Ну и все, на этом после этого начнется все очень будет жестко на рынках. Ну, потом начнется рост. Очень. Потом начнется рост. Жестко. Вот когда он начнет расти, будет жестко везде. Мгм. Смотрите, что вы скажете, там разразились статьями последние дни, вот вчера, позавчера, пришли вот эти данные по США, по недвижимости, ипотеке, понятно, вставка ФРС опустилась, вот это все, вот все. Мировой кризис, как в 8 году, начинается. Ну, почти, да. Но только 8-й год был рекламным роликом. Того кино, которое я сейчас буду показывать. Да, ну, посмотрите там на данные по безработице. Вроде все хорошо, но за последние 6 месяцев у них уровень участия в рабочей силе у американцев снизился на 1,5% пункта. Если бы этого не произошло, безработица была бы уже 5,1, 5,2. Посмотрите, как пересматриваются данные по созданию количества, по созданию рабочих мест. Ничего не создается. Но это еще не самое страшное. Самое страшное в том, что
полноценные рабочие места, то есть это полная занятость, они теряются с огромной скоростью. То есть, условно говоря, там за прошлый год миллион потеряли, а они были в статистике замещены временными рабочими местами. И все. И просто ликвидность ликвидностью, деньги деньгами, но в системе огромное плечо. А чем больше у вас плечо, тем больше, скажем так, возможностей и вероятностей, что да, по лезвию, как сказал великий Путин, не пробежать. Это лезвие пера, наверное, он имел в виду. Не бритвы же. Лезвие пера. Да, значит, Степан Геннадьевич, давайте в завершающей части об Украине поговорим. Хотя там есть, можно и Макрона вспомнить, он там вынужден оправдываться, что у него жена не мужчина. В общем, это все, конечно, очень интересные новости приходят. Панина каждый обидеть может. Поэтому он, да, поэтому он быстренько говорит, все, возвращаем санкции под Ирану. Об Украине, значит, это на экране, ну, это обычная вот эта история там из букварок, учебников. Добавь две буквы, и получится то, на чем держится вся Украина. Вот я так перевожу. Ну, красивые там люди стоят, причем разноцветная кожа у них с флагом Украины. В общем, первая буква «З». Не бинарная, что ли? Не, ну просто, может, загорелая. Ну, с юга Украины, наверное. А, С южной Украины. И, в общем, получается как? Первая буква «З», в общем, последняя «да». Вставь две буквы. Рада, что ли? Так и вставили дети в школе, понимаете? Зрада. Зрада, понимаете? А подразумевалось же злука, ну типа объединение. Не, зрада, понимаете? То, на чем держится Украина. Степан Геннадьевич, значит, пошла реально жесткая отработка вооруженными силами Российской Федерации, ВКС, по, ну, по ЖД По инфраструктуре, всему. по свету, в общем, по подстанциям, по предприятиям. В общем, пошла вот эта вот тяжелая работа. Почему тяжелая? Потому что последствия тяжелые. Но Да. что мы слышим от Зеленского? Он выходит и говорит, ну так смотрите, у нас отопительный сезон, так и в России отопительный сезон. Ну вот смотрите, вы тут такие там, да, а мы вот тоже будем, кто-то куда-то не долетел, кто-то куда-то не доехал, там дефицит бензина, какие-то вот эти вещи. Мы, значит, Да. будем работать на это. То есть, Ну да, можно запускать сотни беспилотников тупо по мирнику Белгородскому. По мирнику, просто тупо. то есть Вызывать возмущение граждан. получается, что здесь, понимаете, ну как вам сказать, понятно, что начался новый этап войны. То Да, есть, эскалация, да. и, в общем, перспективы тяжелой зимы, они уже маячат вот-вот-вот. Сейчас вот дожди там прошли, в общем, ну так, достаточно. Все немножко могут ощутить, что это такое. В военном смысле этого слова, ну вот в военном смысле, что это решает? Решает снабжение и снабжение ВСУ и логистику ВСУ уничтожает. Просто. Выносят же заводы, которые как-либо связаны с производством вооружения. Да, турецкий завод, американский, все остальное. Склады с новыми этими вундервафлями и производство вундервафель. Поэтому просто уничтожается любая инфраструктура, хотя которая хоть как-то может быть использована армией. Это абсолютно законные военные цели. Не детинец, а пункт временного размещения, например. Поэтому об этом предупреждалось, что рано или поздно все начнется очень-очень жестко. Потому что были у меня, скажем так, сомнения, что великий вождь мирового пролетариата не сдюжит, испугается, еще что-то. Но нормально повел себя. Поэтому сейчас все будет очень жестко. Э, Как говорится. Увольнение. Причем так тихо, Того. мирно, спокойно, без скандалов. Потому что, давайте будем откровенны, в России, если кого-то
так сказать, увольняют, то это обычно уголовное дело, причем реальный суд под камеры, крутые штрафы, крутые Либо сроки. старовой, да. Ну, вот таким вот макаром, понимаете? Либо да, либо там отъехал в парк и не приехал, то есть, ну, условно. А, Козак без шума и пыли, Не, ну, тоже. отвечавший в администрации Путина за направление как раз-таки постсоветское, украинское, который с Ермаком сидел, и вот эти же были там пересказы, там даже какие-то кусочки видео где-то кто-то показывали, как они там обсуждали, когда Ермак пытался втулить рамочное соглашение, а Козак ему говорил, не-не-не, давай, поехали по пунктам, и они вот там сцепились. Козак, который звонил в первое, ну, вот эти дни вторжения в Украину, говорит, сдавайся. Ну, типа там, ну, что такое, да? То есть вот эти там, вот эта история, он постоянно был там. И сейчас там будет Кириенко. Значит, все увидели увольнение Козака, все увидели там Путина с пистолетом на Запад 2025. Вот, типа, партия мира проиграла, что ли, это И бредятина. получается, что все, то есть всех разогнали, теперь будет исключительно Да, война. я в этом, честно говоря, я про сказки с этими кремлевскими башнями меня давно не интересует. Но, скажем так, до Козака также спокойно, красиво ушел некто Дудаев. Ой, прошу прощения, Сурков. Туда, туда. Да, ну, фамилия у него такая по рождению, по матери. Условно говоря. Сурков. Тоже так спокойно, красиво ушел, все нормально. Что Сурков тогда занимался русским миром, все прокакал, мягко выражаясь. Непонятно, куда ушли миллиарды, осигнул на дело. Что Козак, между прочим, в том числе последний такой феерический успех – это Молдавия. Что там творят и молдавские власти в Приднестровье, аресты лидеров и тому подобное. Это, между прочим, на его совести. Но он, как и Сурков, очень такой близкий человек, насколько я понимаю, вхожий в круг, давний соратник, проверенный, характер нордический. Поэтому отбирают молодые у него эту самую власть. Потому что, ну, Молдавия, я думаю, это уже было последней каплей. То есть, такой вот очевидный провал службы внешней разведки и соответствующих чекистских подразделений. Козака, который все этим рулил, насколько я понял, администрация президента, ну, это уже вот все. Пора уходить. Ну, теперь придет Кириенко. Ну, мало что поменяется. Так это не шило на мыло? Ну, примерно так. Ну, хорошо. Вот была, скажем, внешняя политика по отношению к Украине и всему постсоветскому пространству при Суркове, при Козыке. Что-нибудь поменялось? Ничего. Наоборот, больше угроз стало. То есть та же Ну, Армения, там просто Азербайджан, те же... внешнеполитическое. Ну, я имею в виду, вот, да, с внешней стороны стало больше угроз, да. Ответов адекватных на эти угрозы система найти не смогла. Поэтому ничего не поменяется, а все это, знаете, для политологов. Писать большие статьи «Партия мира», проиграла, теперь, значит, партия войны. Ну, это мое личное мнение. Я давно забил на это самое, на все эти дворцовые интриги, потому что результат известен. Ну, тогда я вам еще одну интрижку подброшу. Навальная Йоланда вышла. Йоланда, алкоголь. Помните, Байден сам называл Йоланда Навальную. А где сейчас Байден? Правильно, в долгах. 800 Да, тысяч кстати, долларов, да. да, в Да. долгах. А, Книжку пора писать. Наверное, да. Так вот, собственно, Йоланда написала, Йоланда вышла, говорит, 3 этих самых лаборатории проверили. Короче, отравили Навального в этом волке полярном. Ну, как он там, колония называется. Да, да, мне Ну, в общем, там, в колонии, в общем, его, причем травили там не с первого раза, подтравливали, короче, отравили. Да, это новичком помазали анус, да. Смотрите, сейчас вот на самом деле это прям очень интересен момент. Она только забыла сказать, кто отравил. Ну, ладно. Ее же хозяева.
Хотя непонятно, кто у нее хозяин. Вот тоже российская позиция в изгнании. Кто у них хозяин? Но я думаю, что вот экономический блок, по крайней мере, российской полиции, оппозиции в изгнании, он героев России им точно всем дадут за службу Родине. Ну, потому что они же разрабатывают идиотские санкции. Значит, вышел Трамп, Степан Да Геннадьевич. ладно. А похмелился и вышел. Ну так, ему ж там... Дыца. Не, ну ему ж там подсовывали, подливали. Ну, надышался. Ну, Надышался парами. Значит, привычно. он поднялся на трап самолета, как бы помахал всем ручкой, потыкал пальчиком, как он любит, сел на борт и полетел из Британии. Вот, ну, буквально начался наш эфир, об этом сообщили. Значит, и в полете, как он любит, из самолета, из борта, телеграфом, или там выпускают в окно почтового голубя, он летит и передает в интернет. Значит, заявление. Сейчас не время просить российского президента Путина о прекращении огня. Он Конечно, не так... время. Мы договорились с Вовой. Вова, ты их кончаешь на поле боя, потом появляюсь я, как миротворец. И мы начинаем, а, как ничего, ни в чем не бывало. Он Да? также пообещал быть жестким, если это придется сделать. Но после европейцев. Да. Ну, вот тут же еще одно заявление, что, понимаете, Путин с Зеленским настолько ненавидят друг друга, что не могут находиться в одной комнате. Поэтому Трампу придется сидеть с ними. Вот это вот, я понимаю, уровень дипломатии, понимания момента. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, все, милости прошу, переходите к Тимуре в Телеграм и на ссылке в его лекции на портале City Class. Переходите, интересуйтесь, в общем, следите. Поставьте лайк этому видео, не забудьте, это прям очень важно. И, конечно, напишите хороший, добрый комментарий. Итоги опроса. Что из этого больший бред? Значит, 6% обрушение цен на нефть, 10% санкции против Китая, 16% США возвращаются в Афганистан, и 68% Зеленский и Сырский разобьют Россию на Донбассе. Ну, все просто видят эту динамику и сколько и по времени, но это заявляет Зеленский. Но этот второе место я хотел бы, чтобы отдельно вы прокомментировали. Слушайте, а что это он вдруг? В Лондоне, говорит, мы вернемся в Афганистан, там есть какой-то аэропорт, который в часе езды База, Баграм, по-моему, база американская, Баграм, да. от того, где... Ну, это надо будет договариваться с талибами. Нет, ну подожди, это реально? Или это как Гренландию Я не давайте знаю, я не оккупируем? знаю. Но база была американская. По-моему, Баграм она называлась. В свое время это еще была наша база в Афгане. Когда они уходили, там что-то повзрывали, что-то оставили талибам. Вернее, они оставляли не талибам, они оставляли афганскому правительству. И афганской армии, которая оказалась на бумаге. Там же министр финансов Афганистана, который сбежал, сказал, ну, понимаете, так получилось, что 300 тысяч штыков у нас проходили только по бухгалтерии. Бабки мы все воровали. А возвращаться, ну, вернуться бы они вернулись, так кто же им даст? Зачем они там? Кому там? В Афганистан зашел, Китай. Что им там делать? Ну, это, наверное, потому что в Афганистан зашел Китай, вот это сейчас и пытается Трамп разыгрывать вот эту комедию, ломать по поводу того, что... Ой, ой, Слушайте, ой. я уже целый месяц говорил, ну, давайте подождем вечера. Может быть, к вечеру мнение изменится. Перейдем Вполне возможно, что изменится. Да, перейдем к вашим вопросам, уважаемые друзья. Спасибо всем большое, что пишете эти вопросы. Клуб зрителей Шелеста, давайте отсюда. Вот здесь парочку для вас, Степан Геннадьевич, оставляли вопросы. Вот они. Значит, как хотел бы сам Димура, чтобы закончилась война? Вот его личная хотелка какая, если уйти за пределы анализа? Спасибо. Хотелка, чтобы закончилось завтра.
Но на таких условиях, что Донбасс наш, грубо говоря, нам отдают Новороссию, отдают Одессу с Николаевым. Все это юридически оформляется. Украина признает, становится нейтральной страной. Армия Украины там сведена до минимума, скажем, до 20 тысяч. Все. Я думаю, даже репарация, ну не репарация, а денежку дадим, чтобы просто все это закончилось. А просто это либо заканчивается сейчас, вот ну, так, либо это закончится, ну, может быть, через полгода, я не знаю. С тем же самым результатом, только будет там, может быть, еще миллион убитых. И вообще все будет. Западенцы, они что думают, что это самое, у них там целое государство останется. Инфраструктура целая останется. Глубоко заблуждаются. Особенно, если они полезут сейчас в Молдову на Приднестровье. Западенщина превратится очень быстро в Донбасс. Выжженная земля просто. Ну, просто тут Ну, это выбор народа Украины, как говорится. еще есть такой просто момент по поводу Молдовы, да, все так отмахиваются, а что там Молдова, что подумаешь, Молдова, там Румыния, Не, там они замутить могут. там все нормально, там все схвачено, там это бедное Приднестровье, там придушенное. Но там может вообще выкрутиться и замутиться таким образом, что условный пророссийский переворот в Молдове, и все такие говорят, ой, вы там Одессу никогда не возьмете. А если со стороны Молдовы? Да, кто ее брать будет? Ее просто окружит, и она сама сдастся. Вот и все. Значит, новость пришла. Хамас отвечает Израилю. Не получите заложников ни живыми, ни мертвыми. Движение Хамас объявило, что Израиль, начав расширенную наземную операцию в Газе, отказался от освобождения удерживанных там заложников и не получит их ни живыми, ни мертвыми. Сопутствующее заявление опубликовали на телеграм-канале военного крыла Хамас, группировки бригады из ад-Дина Аль-Кассама. Ну, это для тех, кто критикует Димуру и говорит, что Хамас повержен, никого нет и, собственно, всех убили. Нет, Хамас правильно. Они зная, что, во-первых, есть раскол, частичный раскол по этому поводу в израильском обществе, они еще, извините за выражение, поддрачивают Натаньяху как могут. Давай, гони сюда больше мяса. Мы голодные. Поехали. Сообщество YouTube. Как скажутся прилеты дронов ВСУ по НПЗ на экономике России? Спрашивает Люквик Алекс. Ну, по разным оценкам, я тут свечку не держал, там, по-моему, от 15 до 17% простаивает сейчас. Часть на профилактическом ремонте, часть простаивает из-за падения. Значит, так надо тут очень правильно говорить, грамотно. Из-за падения обломков дронов с последующим хлопком и задымлением. Не потому, что дрон попал, а вот сбили его, но обломки упали. Это на третий год войны эти дебилы все это несут. Нехватка бензина, трудно сказать, есть она, нет. Другая проблема в том, что в России, как казалось, нет больших мощностей по хранению нефти и топлива. Ну, потому что страна не нефтедобывающая, переработка. Ну, на самом деле, я не думаю, что это особо критично, потому что есть госрезерв, из него тоже можно брать бензин, там, дистопливо, не знаю, как они его поддерживают ли они его в кондиции, меняют, там, условно говоря, через каждые 6 месяцев. Ну, просто раскочегают другие заводы чуть побольше. Здесь скорее будут логистические проблемы, то есть нужно какое-то время на решение логистических проблем по транспортировке. Хейтеры вас спрашивают. Не критично. Значит, Степан, если бы вы потеряли крышу над головой и доходы для стабильной жизни, вы бы и дальше так смеялись и юморили? А я по жизни такой. Скажите, Степан, что из более или менее определенного ждет всех нас весной-летом 26-го года? Ближний Восток будет тужиться еще лет 8, а Европы насколько хватит? Года на 3. Что за это время достигнет Китай и Индия? Спасибо, всем добра. В смысле? Нет, Ближний Восток так долго тужиться не будет. Я думаю, что пиндосы там... Я бы отдал месяцев 6 не позже на решение израильского вопроса, естественно, американского вопроса на Ближнем Востоке.
Европа, ну, у них на носу выборный, ну, не сейчас, а не очень важный выборный цикл, но правительство Британии на выход идет, французы на выход и немцы на выход, Меркель. Ой, Мерц, Меркель, Мерц, черт. Поэтому там на самом деле могут быть очень интересные изменения. И, скажем так, на мой взгляд, ухудшение экономической ситуации в Европе, оно ускоряется. Когда вам уже канцлер Германии говорит, что, ребята, все, социалочки больше не будет, бабла нет. Это Мгм. кое о чем говорит. Добрый вечер, Степан Геннадьевич. Сегодня Евгений Мураев, украинский политик, ну, в прошлом, да, презентовал свое приложение для голосования, которое предлагает украинцам установить у себя на мобильных телефонах, зная отношение украинской к власти к нему. Мы прекрасно понимаем, что если проверят мобильный телефон и найдут там такое приложение, то в лучшем случае человек окажется в подвале СБУ, а в худшем, что где-нибудь в окопе в посадке. Как вообще такое предлагать украинцам? Спасибо за ответ. Всем мира и добра. Одессит спрашивает. Что вы вообще думаете по Ну, поводу это, этих инициатив? ну, это подстава в честной вине. Да. Люди пиарятся на чужой крови, называется. То же самое с этими, с ФБК, с Навальным. А давайте проголосуем, и давайте то же самое сделаем. Ну, давайте, ребята, чтобы всех списочком сразу и приняли. Это либо гапонщина, либо от слабоумия. Просто понимаете, какая история? Ну, Сегодня... может быть, просто, понимаете, может быть, грант выделили, вы поймите тоже. Грант могли выделить западные коллеги и Нет, тут, партнеры. тут, тут не в Западе. Тут Нет. это как раз таки с другого крыла. Наоборот, политик, бежавший тоже там... В общем, неважно. Не суть в политике, суть в Ну, это, идее. вот, я все мнение высказал. Это либо подстава, либо слабоумие. Просто Все. понимаете, какая история? Я вот недавно, кстати, было интервью у меня с этим Евгением Мураевым, поэтому одесситом вспомнил. Я вот поэтому скептически к этому всему отношусь. Потому что сегодня прошла новость, что Нотариальная палата предъявляет претензии цифре украинской, ну, в общем, и Минюсту. Говорят, ребята, вы пытаетесь слепить нотариат, электронный нотариат, и в открытом доступе оказались доверенности, завещания, вот это вот вся вот, ну вот, весь массив. Это же страшная история на самом деле, да? Оно просто оказалось, потом дальше это все пожила новость сегодня целый день, к вечеру они там что вышли, Минюст, Минцифры говорят, не-не-не-не, типа, все нормально, не переживайте, ну, надо было погасить пожар. Ну, представьте, кто-то кому-то доверенность написал, а это в доступе. Ну, в общем... Нет, это же тайна, юридическая тайна, либо адвокатская тайна, А там как тут, называется. понимаете, может, как идея-то и хорошая, а тут Она не... еще, ее реализация, она воняет. Да, значит, м, снижение ставки ФРС– это временная победа Трампа, ни на что не Нет, влияющая, нет, или не долгосрочная? абсолютно. Вот вы меня спрашивали, это ни о чем вообще. Слово совсем. Это вот так работает ФРС. Начинаем выходить из озвученного диапазона, рынок снижаем или повышаем ставку, зависит от того, куда идут доходности тибилов. Все. В какой стране будет безопасно следующие 20-30 лет для нашего человека? Спасибо, с уважением, Алекс. Не знаю. Если про него, вот я думаю, что 26 год, 27 будут самыми такими напряженными в геополитическом плане. Если пронесет, то тогда уже можно будет смотреть, кто где останется, какие режимы где падут, где новые возникнут. Пока я не знаю. Но я вам скажу так, что я на это смотрю с несколько иной стороны. Я вот смотрю на то, что вот этот глобальный юг, там, БРИКсы, ШОСы, ШМОСы, это все глобалисты. У них своя повесточка. 2030 его он называется. Повесточка достаточно жестокая и направлена на сокращение населения. Как, например, вакцинация от чумки.
Я смотрю на правительство таких более-менее развитых стран, где есть, скажем, энергетика, жратва и бензин с дизелем. Да? Ну, Россия там, например. Я смотрю и думаю, так, а что из себя представляет эта великая вертикаль власти? На что-нибудь может до конца довести? Судя по тому, что происходило здесь во время чумки, нет, здесь были идеальные условия. Можно купить вообще все. Любой штамп, все что угодно. С этой точки зрения, вот, я могу, конечно, ошибаться, но видя, куда идет весь этот глобализм и чем все это закончится, вы думаете, чумка была последняя попытка? Не, далеко не последняя. Надо быть там, где вот есть что покушать, есть чем согреться, ну и где можно купить все. Любого чиновника. Россия такая страна на данный момент. Значит, Игорь спрашивает два вопроса. Что за партия в России «Новые люди»? Они активно набирают обороты в России. Неужели есть шанс на либерализацию? И второй. Я украинец, живу в Польше уже давно. Но такой, Новые люди. но такой раскрутки темы войны не было никогда. Особенно после дронов. Туск 24/7 в своих соцсетях крутит тему войны. Польшу готовят как следующий таран против России. Спасибо. Ну, да, там после украинцы закончится на очередь поляков и румынов. Ну, вот еще этот писал, как его, Сорос в 93 году, что зачем нам нужны Восточная Европа в НАТО. Дешевое мясо и ВПК западный, поскольку в Западной Европе, на Западе слишком высока цена жизни. А что касается новых людей, ну, помните, это вторая, скажем так, попытка. Первая попытка была с ее политиком и ее платформой в России. Тогда тоже каких-то непонятных субъектов набрали. Бабок заставили Прохорова вбухать, но перед выборами его Сурков кинул. Ну, понимаете, нужно же, чтобы все были окучены, да? Вот есть, скажем, такой дудумовский сектор. Я либеральный, патриотичный, но такой вот весь из себя. Но надо ему тоже, чтобы ему было за кого голосовать. Ну, вот создали такую непонятную вещь. Потому что Мироновская партия, она умирала. Ну, просто, когда была, там, скажем так, считалось в Кремле, например, что политическая система не созрела. В последнее время, по 70 не считаю, что все практически всем созрело, все хорошо под контролем. Вот, ну, пусть бегают такие ребята веселые. Да, Выигрывает выборы не тот, кто голосует, а тот, кто считает. да, Степан Геннадьевич, Это видимо, это кто-то там у вас сидит на проводе, какой-нибудь товарищ майор. Как только заговорили о внутренней российской политике, так сразу интернет так сказать, подумер, зависание подпошли. ну, может быть. Представляете, когда начали внутренние тайны-то выдавать, кто там, кто кому, Ну, Рабинович. Бобины медленно пишет. Поэтому Бобин пишет. Ой. Да, друзья, ну, всем большое спасибо за то, что попали на запись этой бобины. Значит, ну, давайте попробуем вопрос еще задать. Ну, посмотрим, насколько там связь нам позволит это сделать. А, Значит, смешной вопрос от Виталия. Вопрос. На сегодняшней пресс-конференции в Лондоне Трамп, перечисляя остановленные им, по его мнению, войны, очередной раз назвал Армению Албанией. Как он будет называть Украину, когда все закончится? Варианты Украиль или Укрстан следует рассматривать. Заранее спасибо за ответ. Укрстан, он заколебется выговаривать. Бербарджан какой-то он выговорил. Не. Нет, Биробиджан, да вы что? Нет, запутается. Он Кабул не может правильно выговорить. Вы о чем? Украин. Не, я думаю, Украина такая останется. Легко запомнить, достаточно так выделяется, легко выговаривается. Понимаете, там Рагулистан, например, да, он заколебется выговаривать и запоминать. Это выше его когнитивных способностей. Это да. Значит,
Глобальный юг победит глобальный запад или будет ничья? Спасибо за ответ, Владимир. Нет, еще вся, 100 раз говорил, вся идея, чтобы был не один гегемон, а было два гегемончика, многополярный мир. Чтобы между ними всегда бегали посредники, и периодически можно там на периферии кого-то с кем-то стравливать и стричь гешефт. Вот все. Значит, Лондон-Сити может финансово обвалить Китай за считанные часы, но главная их Это цель каким образом? обвалить Не США в может. час X через тот же ФРС. Правильно рассуждает пользователь? Не может. Не может. Не может. Может, но я думаю, примет экстренные меры, ФРС очень быстро перейдет под контроль правильных людей и все нахрен выкупит. Да, друзья, С такими вещами не шутят. всем Либо большое, шутят один раз, первый и последний. всем большое спасибо. Да, под конец эфира мы видим. Ну, что поделать? Ну, видите, интернет же это уже свободный. Ну, поэтому вот сидит все, кто не лень, тут Кто-то сидят. занял чье-то место, да. Да, вот он перестал быть свободным. Степан Геннадьевич, благодарю за время и мысли. Спасибо вам. Спасибо. Друзья, всем добра и света. Спасибо, что захаживаете к нам по четвергам. Ставьте лайк и пишите хорошие, добрые комментарии. Подписывайтесь. И самое главное, берегите себя. Добра и света. Увидимся. Удачи.